3 полных ведра. Ух ты! Любопытно, друзья. Привет, друзья! Меня зовут Николай, и сегодня мы с вами едем покорять просторы. Проедемся в горы, посмотрим все-таки на лужайках, как растут майские рядовки. Кстати, друзья, всем огромное спасибо, что донатите у меня в группе ВКонтакте, становитесь спонсорами моего, можно сказать, творчества, сбора грибов, всех моих поездочек. Так что, друзья, не забывайте подписываться на мой канал, кто этого еще не сделал. И теперь поедем с вами за грибочками. Ну что, друзья, вот такая вот нас сейчас окружает красота. Зелененькая, все красивое. Я выехал проверить, как на лугах собирают майскую рядовку. А ее вот так вот собирают. Вы посмотрите, какая она здесь интересненькая. Прям пучочками такими растет. Ух ты! Любопытно, друзья. Смотрите. Такая большая и не червивая. Вот это момент. Ну, грязноватая, что здесь везде грязища такая вот в ямах таких. Ну, вот рядочек, по крайней мере, уже есть первый. Первый рядочек я нашел. Ну, нормально, друзья. Смотрите, так разгребать. Главное один найти. Здесь очень много потоптанных. Здесь, естественно, собирали. Но я так понял, что мне тоже что-то достанется. Вот, обалденнейшая. Ну что, будем собирать потихоньку. Посмотрим в конце мой результат. Я очень доволен. Возможно, даже на лугах она не такая бывает червивая, как в лесу, где я собираю. Вы спрашивали, почему я ножку срезаю. Но вот видите, я здесь ее не срезаю, потому что гриб-то не червивый, что ее срезать. А обычно я ее срезал, потому что червячки, вот так, они в ножке держатся, и до верха не успевали добраться. А когда срежешь, то и хорошо получается, их не было. Ну что, друзья, всегда приятно полюбоваться шикарной природой, красивыми цветущими полями луговых пиончиков. Ну а еще приятнее, конечно же, повстречать хороших людей, которые общительные, приятные, добрые, которых я и встретил. А это я встретил сегодня, друзья, моих подписчиков. Огромный я передаю им привет. Так, друзья, грибников сегодня тут завались. Получается, там 2 машины, моя, одна поехала дальше, пешеходы ходят. Ну а я вот тут поднашел кое-что, смотрите. Можно, конечно, обалдеть от этого размерчика. Но они все-таки здесь попадаются. Вот целая грядочка, друзья, грибочков. Хорошие, не червивые. Но я вам так скажу, это не майская рядовка, это меланулевка. То есть еще до сих пор, видать, дожди прошли, она до сих пор попадается. Вот видите, по ножке видно, что это за гриб. А так внешний вид майская рядовка. Он тоже съедобен, я уже делал видео, как вы помните, про них. Так что здесь у нас попадаются и те грибы, и эти грибы. И посмотрим, что еще у нас будет попадаться. Вот, видите. А это уже майская рядовка, походу. Они здесь перемешаны. Ну что, друзья, конечно же, побегать приходится. Здесь есть старые срезы какие-то. Но все равно здесь грибочков валом. Конечно, она немного отличается, эта майская рядовка, от лесной. Она такая более какая-то цветом такая другая. Но снизу она такая, что у нее шапочки, видите, какие более темные. Ну, грибов здесь, конечно же, друзья, очень даже много. Такие здесь длинные ряды попадаются. Побегать
приходится очень даже хорошо. Грибников много. А вот еще одна такая, друзья, грибница хорошая. Вот, смотрите. Это все один рядочек у нас идет. То есть здесь сейчас я наберу хорошо. Этот не надо нам. Есть топтанные, есть резаные. Ну, люди сюда ходят. Я, можно сказать, в этом году здесь в первый раз. Еще не был в этом году, но все равно уже приехал и сразу же нашел грибочки. И вот так вот дальше чуть-чуть проходим. Смотрите, сколько их здесь. Завались грядка, друзья. Грядка просто завались. Усыпана. Тут вот так находишь одну грядочку и пошел их искать и искать, искать и искать, друзья. Так, я, наверное, их пособираю. Потом уже посмотрим общий результат. Надо еще куда-нибудь съездить посмотреть. У меня уже одно ведерко почти полное там с рядка. Здесь я иду. И еще прям в траве такие спрятались красавцы. Это у нас, друзья, майская рядовочка сейчас прет. И что самое интересное, червивой здесь очень мало. Вон она вся хорошая, даже крупная. Как вы помните с прошлых видео, у меня была крупная червивая. Вот, ножку отрезаем, и он полностью хороший. Ну, здесь, конечно, кто-то его затоптал. Их здесь видно плоховато в траве в такой, не как в лесу, что ряды торчат. Ну, все равно, если рядок находишь, то здесь их будет очень хорошо. Кто, кстати, не знает, он еще называется Григорьев гриб. А вот и рядочек. Его кто-то потоптал. Ну, не весь потоптал. Немножко оставили. Хорошая такая, не крупненькая. И чистая, что мне здесь нравится ее собирать. Она вот так в земляничке любит расти здесь. Я смотрю так. В частых случаях, где земляничка, там она и растет. Хотя здесь земляника почти везде, друзья, но все равно. Ну, вот такие вот грядочки. Вот смотрите, вот их не видно. Здесь получается сбор такой, чисто дело случая. Идешь, хопа, есть. Так, чтобы их сдалека было видно, то нет. Если мимо будешь ряда проходить, то, конечно же, мимо не пройдешь. А вот он еще идет, смотрите. Вот рядочек еще идет. Вот видите, потоптано тут. Кто-то прошел и не заметил. А я заметил. Так, а вот, друзья, как они выглядят, если вот так вот их хорошенько порассматривать. Видите, у них здесь потемнее шляпки, чем в лесу. Но все равно симпатичненько. Без живности, вот это меня больше всего радует. Вот такие вот красавчики здесь попадаются. Так, а вот, друзья, смотрите, какая хорошая грядка здесь. Просто бомба, а не грядка. Молодничок. И маленькие, и большие. Все есть у нас здесь. Вся красота здесь попадается. Я ходил только что вон там, далеко-далеко, по тому бугру искал грибы, а они оказались прям возле машины. Вот это прикольно. Так что, как я говорю, все грибы невозможно найти. По-любому остаются еще где поискать, походить. Всегда все можно найти, друзья. Ну, если честно, то я считаю, что на Долгоруковке, где я сейчас нахожусь, грибов валом. Вот, друзья, посмотрите-ка, синеножечка. У меня уже штучки 4 попалось. Экземплярчики есть такие, что по чуть-чуть все-таки можно встретить. Ну, так, чтобы за ними ехать, то не стоит. Сюда стоит ехать только за майской рядовкой в данный момент. Посмотрите, здесь встречаются даже малыши. Вот так вот в земляничке. Как я говорил, в земляничке они здесь любят расти.
Так кто-то кинул. А он хороший, заберем. А вот малыши совсем, которые вообще практически не видно. Значит, они здесь еще будут и будут. Поискать придется, конечно, и найти их, естественно, здесь можно. Вот майская рядовка. А вот, наверное, синеножечка. Еще одна до кучки. Точно это она. Хочу заметить, что она молодая и хорошая. Сегодня у меня будет жареха с картошечкой синеножечек. Уже там есть несколько штучек, я все-таки подсобрал. А вот, друзья, еще одна грядочка. Я тут переезжаю с места на место, и грядочки мне попадаются. Вон, смотрите, какая красота. Вот такой. Опять, видите, в землянике они все спрятались. Так, пойдет. Так что сейчас мы еще посмотрим, что у нас здесь есть интересненького. Так, друзья, нормальные. Ножку отрезаем, и она без живности получается. В ножках только живность. Так, еще чуть-чуть пройдем. Здесь посмотрим. О, хорошие, друзья, грибочки. Кстати, здесь уже начинают кое-где красные вот эти луговые пионы расцвели, а кое-где еще не расцвели. Муравьи работают. Тоже у них много важных дел, занимаются чем-то. Ну а мы будем продолжать собирать грибочки. А вот у нас уже крупненький рядочек. О, это хороший рядочек у нас. Это толстоногие майские рядовки. Вон какие они. Так, а вот рядочек он идет у нас. Смотрите, красота какая. Вот это вот молодые пошли. Видите, какие они чистенькие. Конечно, этот ряд будет хороший у нас. Без всякой живности. Очень хороший. Так что, друзья, вот так рядок за рядком. И я что-то уже поднабрал. Грибочка уже немножко есть. Вот он, рядок еще идет у нас. Какой хороший рядочек. Вы только посмотрите. Вот так надо их раскапывать здесь. Ну давайте так по-честному. В лесу мне их собирать понравилось больше. Их лучше видно, чем здесь. Здесь один еле-еле увидел, и там начинаешь искать рядом. Здесь именно надо постараться, чтобы что-то найти. Ну, рядки хорошие находятся. Ну что, друзья, раньше мы здесь встречали постоянно табуны лошадей, а теперь целые стада барашек. Вы посмотрите только, сколько их здесь. Их очень много. И большие, и маленькие, каких их только нету. А это вот уже грибники с леса едут. Ну что, друзья, давайте теперь посмотрим мой сегодняшний результат. А результат у меня сегодня 3 полных ведра. И еще чуть-чуть. Ну, начнем с того, что еще чуть-чуть. Что у нас здесь? Маленький дождевичок, шампиньончик и остальное все рядовка лиловоногая. А это у нас, друзья, 3 ведерки майской рядовки. Ну, то есть можно... Один масленок, кстати. То есть можно смело сказать, что грибы здесь есть. Есть что пособирать, так что можно ехать. Очень много хороших грибов червивых было, кстати, мало. Ну что, друзья, на этом сборы наши и заканчиваются. Конечно же, я очень доволен своим сбором. Я считаю, что я набрал грибов очень много. Ну, как на сегодняшний день, обычно их столько не бывает. Я меньше набирал, но сегодня прям удачненько прогулялся. Ну, это можно сказать смело, то, что грибы здесь есть. Искать их приходится очень даже хорошо, приходится побегать, но найти можно. По моему результату, я думаю, все понятно. Так что, друзья, всем добра и мира, здоровья. Не забывайте подписываться на мой канал. И до новых встреч в новых видео. Всем пока!